Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать. Давайте сегодня поговорим, проведем ночной разговор на важную очень тему, возможно, самую важную для нас, для людей. Это принятие судьбы и дети-аутисты и дети с синдромом Дауна. Затронем тему о детишках, которые ограничены в развитии. Судьба. Судьба – это наш путь под названием «жизнь». Этот путь складывается из случайностей. Это видится так. Но на самом деле есть условное предписание, есть предначертание судьбы у каждого человека. Спектр у людей очень широкий. Спектр движения. То есть судьбы очень разные, вы видите, да? И мы говорим, так сложилась судьба. Применение слова «сложилось», оно в нашем случае мы развиваемся, в нашем случае некорректно. Это череда событий. 80% из событий, событийного ряда вашей судьбы от рождения до сегодняшнего дня, что мы можем анализировать, предначертаны. И ваше движение на 80% это ваш выбор. Ваш выбор еще до рождения. Когда вы были в духовном мире, в форме духа, это ваше естественное и более родное состояние, когда вы в Боге, так скажем, и вы там планировали, отдыхали и планировали с ангелами-консультантами очередное воплощение в будущую жизнь. Вы выбирали планету, вы выбирали локацию на планете, следом вы выбирали семью. Вы, дорогие мои, после выбора воплощения, где, в какой семье, вы договаривались с родителями будущими, с духами также. У каждого воплощенного здесь на Земле человека есть свой путь и свои задачи по обретению тех или иных качеств. Качества в ключе только в направлении света, с качествами любви, заботы и милосердия. Это самый верный путь, но пути у всех разные. Обретение вот этих качеств. Давайте поговорим о работе, где мы работаем, что мы выбираем. Пожарный, милиционер, дворник, нянечка в садике, работник ГИБДД, судебный пристав. Каждый идет своим путем и обретает основную массу интуитивно, нарабатывает качества, которые он пришел обретать. В этом списке есть работа над ошибками из прошлой жизни. Это несложно. Есть условный план, мы приходим сюда, через 1,5 года от рождения у нас естественным образом блокируется память. Мы ничего не помним и двигаемся интуитивно. Это наш путь, и мы это называем судьба. Так складывается судьба, мы говорим. Почему мы в детстве выбираем тот или иной кружок? По каким-то предметам у нас хорошо получается учиться, по каким-то мы не можем учиться. Мы выбираем интуитивно. Я называю это нравится, не нравится, и мы двигаемся. Что-то нравится, мы внимание обращаем, занимаемся этим, пробуем. Что-то не нравится, мы даже туда не идем. Как дети обретаем разные качества для жизни. Мы упаковываемся, взрослеем. Встречали, когда маленькие девочки, юные девочки, вдруг идут, занимаются рукопашкой, восточными единоборствами. Вроде диссонанс должен быть. Это же девочка. Ей нравится, она хочет. Часто участвуют родители, они ей показывают,
или приводят в гости в секцию. И она говорит, я хочу, мне это нравится. Мальчики играют на скрипках, мальчики занимаются танцами, бальными танцами и делают ошеломительные успехи. Почему? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Потому что заложена определенная программа, она глубинная. Ангел-хранитель помогает нам. И я назвал это «нравится, не нравится». Ангел-хранитель аккуратно помогает, и нам может понравиться. Что нам не нужно, что уведет нас от примерного очертания судьбы в сторону, нам не понравится. Мы не будем этим заниматься. И двигаемся дальше. А потом, когда мы стали взрослые, спрашиваем у человека, мы росли в одном дворе, как вот так? Ты стал музыкантом и говоришь, что это дело всей твоей жизни. Мы выросли в одной среде. Нам нравилось одно и то же. Мы в детстве играли в одни и те же игры, но мы выросли абсолютно разные. Я пожарник, я огнеборец, а ты музыкант. Почему именно так? Мы просто отвечаем. Он просто говорит, ну, так сложилась судьба. Ну, ты счастлив, тебе нравится работа? Да, я живу ей. А тебе нравится? Он спрашивает. Да. Но мы ведь были сходные в детстве. У каждого индивидуальный путь. Что происходит, каков замысел Творца в этом? То есть мы с вами тайну знаем, как у нас формируются задачи, формируются на воплощение, как мы сюда приходим. Это все сложная работа, увлекательно интересная, планирование с ангелами-консультантами. Есть задачи. Я там был, я озвучиваю им. Задачи вот такие. Хочу научиться коммуникациям. Хочу входить в доверие на раз-два, честно, открыто. Хочу работать с людьми. Хочу закрыть брешь в прошлых жизнях, отношения с родителями. У меня там косяки. Мне надо в этой жизни подтянуть вот это именно, чтобы я был более гармоничен и целостен, как дух. Мы говорим об опыте, обретенном опыте. Он нас делает другими, он нас изменяет. Именно сам опыт. И мы уже отсюда после жизни закончена, дела все сделаны, мы уходим туда. Мы забираем лишь одно. Вот этот опыт. Он в нас упаковывается, как по флешку. Я некоторым людям говорю часто. Не корите судьбу, вы живете хорошо, вы добрый, отзывчивый. Вы лопатой копаете землю всю жизнь. Если вы хорошо копаете, в следующей жизни вы не будете копать. Нет. Вы будете педагогом. Вы будете каким-нибудь администратором. Мы в разное время проходим азы врачевания. Мы все равно приходим к медицине, работник медицины. Я имею в виду постепенно, поэтапно, из воплощения в воплощение. Это надо нарабатывать, чтобы был опыт у духа. Быть врачом, быть спасателем. Пожарник к этому относится. То есть риск и жизнь положить в спасение, в оберег других людей физически. Также работа в органах безопасности, в полиции обязательно. И очень важный момент тоже – работа с финансовой энергией. Предприниматели, кто-то пытается браться, открывая свое дело, у него ничего не получается, просто ничего с самого начала. Он мается, потом плюнул и ушел. Он говорит, это не мое. Все верно. Не в этот раз. Не в этот раз работать с деньгами. У кого-то получается и есть сильный интерес. В моем окружении есть такие, несколько человек, которые самозанятые, которые дают уже рабочие места другим людям. Рабочие места, то есть они организовали предприятие, компанию, и они дают рабочие места, и они развиваются. Это очень трудный путь. Некоторые самозанятые, они индивидуалисты, они в одного работают, но они нарабатывают, имя себе зарабатывают. Они лучшие, они одни из лучших. Это тоже уникальные люди. Почему происходит так? Потому что у них индивидуальный путь из жизни в жизнь идет,
они нарабатывают свой опытный стержень, и время пришло, они подготовились, и в эту жизнь они занимаются этим. Им это очень нравится. Они говорят, так сложилась жизнь. Ангел-хранитель в помощь. Создаются благоприятные условия, но люди свой путь протаривают сами. Без ангела-хранителя, без этого плана и без замысла Творца, вот такого, ничего не получается. Ничего абсолютно. Если берешься за бизнес и ничего не получается с самого начала, не расстраивайся, не кори судьбу. Не в этот раз. Занимайся тем, что тебе кайфово и что ты осилишь. Или в чем ты хочешь двигаться по чуть-чуть. Возможно, это творчество какое-то. Так вот, тема сегодняшняя. Принятие судьбы. Судьба. Мы видим, кто-то бьется и ругается. Что за судьба такая? И он пытается ее перекроить. Знакомая тема? Глупость великая. Так вот, надо интуитивно идти. Я говорю, нравится, не нравится. Если кайфово, если это есть, и вы видите более широко, что в социуме ваш труд востребован, развивайтесь в нем. Если вы в бумажках копошитесь в офисе, вы чувствуете, что это ваше и вам нравится. Вы видите чуть дальше, и ваши плоды работы, они нужны в обществе. Делайте это. Поставьте цель быть лучшим, занимаясь в офисе с бумагами. Быть просто лучшим. Это ваша задача. Вы это чувствуете? Ответ – это ваша задача. Вы пришли через бумаги, работа в офисе, через вот такую работу вы получите те качества. Для обретения их вы сюда пришли, дорогие мои. Принимайте судьбу как есть. Если вы дома живете и иногда грустно так, и у вас в голове на правом ангел, на левом черт сидит. Ангел всегда успокаивает, дает хорошие советы. Черт всегда уводит с пути, потому что есть паритет, так устроен мир, и черту дается такая же возможность дать совет человеку. Человек выбирает сам, и он может послушать черта и пойти не туда. Понимаете, да, о чем я? То есть выбор у человека. Выбор делает он, но если он действует, просто идет интуитивно. Мне нравится заниматься этим. Я вижу результат работы, он нужен в обществе. Верная дорога. Надо развиваться в этом плане, в этом. Если освоить финансовую энергию, если бизнес какой-то, надо двигаться. И в основном, кто выбирает этот путь, кто готов, там планируется, здесь у него есть силы. И он делает себя хорошим предпринимателем, хорошим бизнесменом. Он кайфует. Сам достаток, он вторичен. Это результаты. Но труд на этом пути, зыбкая дорога. Очень опасен, можно сорваться, и все ломается, все рушится. Потому что нестабильность, она всегда была. Когда-то больше, когда-то меньше. Также кто-то из вас работает с детишками, педагоги. Вы же кайфуете. Да, вы можете видеть, что кто-то живет по-другому. Иногда могут мысли зайти, что там люди поспокойнее живут, и у них зарплаты побольше. Вы на своем месте. Если вы хороший специалист, вы чувствуете, что это вы на своем месте. Это здорово. Это счастье, бытийное счастье, часть счастья по принятию судьбы. Принимаете и идете. У всех разные пути, мы все разные. В семье два разных человека, мужчина и женщина, встречаются. Браки на небесах там. Договор. Мы договорились там встретиться тут с женой, а жене с мужем. Вместе развиваться, рука об руку, укреплять. Это чудесное слово «любовь». И забота, милосердие – это все одно. Приводить сюда детишек и быть родителями. Мы договаривались, и нам показывали в ленте времени, что будут трудности. Некоторые просто, извините, охренеют, волосы будут шевелиться, что они напорют, каких косяков. Но у них всегда есть возможность поработать над ошибками и в новом формате выстроить семью, в обновленном формате и идти дальше.
Это великий труд жизненный, потому что психика разная, самоустройство женщины и мужчины очень разное. Но так люди могут. Если у них проблемы, и они на базисе, на фундаменте любви, заботы и милосердия, прямо с большой буквы. Каждый себя немножко скорректирует, кому-то надо успокоиться, немножко приземлиться, и потом они будут вспоминать этот опыт. Это серьезные вещи, много браков просыпается, мы разговаривали уже. Также с детишками. Дети приходят, они наши учителя, не осознавая это. Они нам дают повод развиваться, дети. Нам повод дают развиваться наши спутники жизни. Жена очень часто может быть великой помощницей в карьерном росте. И очень часто муж, любящий муж, пробудившийся, мудрый муж, он может создавать условия для жены, для духовного роста и роста как специалиста. Я видел в жизни взрослые женщины уже, работая, допустим, в бухгалтерии, 40 лет проходили обучение, потому что по сердцу им хотелось работать с детьми. И они уходили в медицину по детской линии, детишек лечить, ну, частную практику. Круто. Какое изменение. Почему так случилось? Ей немного помогает ангел-хранитель. И сердце хотело работать с детьми, с другими людьми, с маленькими, помогать и развивать себя в этом направлении. Но начала с бухгалтерии. Это тоже хороший опыт. Она 2 сферы освоила. Здорово. И грамотный муж, любящий муж, мудрый муж. Он ей помогает стать не только женой и мамой. Детки чуть подросли, есть время. Семейные пары могут горы сдвигать, если у них есть единение и понимание. Мы разговаривали уже. Мужчина, женщина. Важная задача. И у многих задачи именно вот такие задачи жизненные, задачи на воплощение есть изучить противоположный пол глубоко и в практике. И мужчине обязательно надо быть для девочки, научиться быть братом, лучшим на свете другом, мужем и качество отца. Они – это высший пилотаж. Девочкам то же самое. То же самое, все роли вот эти. И тогда брак неразрушим. Брак настолько крепок, и в этом браке дети могут обрести опыт. Можно поднять род до небес. Величие рода, силу, мощь фамилии. А мы живем просто. Нет информации, нет. И желание спит, оно спит. Мы инертны, многие. Живут в грусти, в печали. Нам всем мало денег, у нас плохая машина. Будете вот так реветь, вас Творец посмотрит на вас, пожалеет вас и ввергнет вас в такие страдания бытийные. Будете пешком ходить, в резиновых сапогах, грязь месить, копать осенью картошку из жижи, вытаскивать, готовить на зиму. Вот это трудная жизнь. У вас прекрасная жизнь. Вы просто заелись, господа. Но я про таких, которые ревут. А ведь мы все это видим. Вы сейчас, наверное, все улыбаетесь. Да, есть такие категории. Они не ценят. Слишком они в тепле избалованы, привыкли вот так. Нет, надо помнить. Помните брак, через что мы проходим. Мы же запоминаем это все. И потом, когда сложные отношения в браке, не надо мериться опытом с друг другом. Нет. Надо взять за руки друг друга и просто налить чай, пить чай и вспоминать, через что мы прошли. И вы вспомните, ё-моё, а вот это было, помнишь, вот так. А сейчас что? А сейчас у каждого автомобиль есть. У тебя есть автомобиль, у меня есть автомобиль. Мы мобильны. У нас дети занимаются, кроме школы, еще чем-то. И мы это оплачиваем. Господа, так живут меньше половины людей. Вы живете очень хорошо, это ваша заслуга. Черт возьми. Нельзя перечеркивать и глупить и растаптывать. Идете дальше. У вас
нет предела. Ого-го. Принимайте судьбу. Принимайте судьбу. Чувствуйте сердцем. Называйте как хотите. Интуиция, помощь ангела-хранителя, ясновидение. Как вам удобно. Знайте одно. Если вам нравится и сердце желает заниматься этим, занимайтесь без раздумывания. Не думайте. Принимайте судьбу. Идите. Но вы корректируете судьбу. У вас есть вот такой диапазон. Судьба – это основное направление, наибольшая вероятность. Вы интуитивно можете сюда или сюда. Но идет все равно вот так. То есть оно идет вот в этом диапазоне туда. Так. Бывает у людей это видится как сумасшествие, как будто вот человек ударился головой, никто это не видел, и он изменяется. И вектор движения он меняет сильно. И все в шоке. Что с тобой произошло? Ну как психическое расстройство? Самому человеку надо видеть. Если вас выбило из колеи обстоятельства, успокойтесь, посмотрите. Я не люблю грубо разговаривать, но походу вам сыт в уши черт. И расписал какой-то интерес. Вот изменить вектор движения и вот туда. Там больше денег, пойдем туда. Или на той работе, вот мужчинам бывает. На той работе ты видел, какие там девчонки красивые? Ощущение такое, у них короткие юбки, они легко доступные. И я хочу туда работать. Ну просто. Не просто. Если вас туда столкнет черт, а вы как молодые глупые туда пойдете, в семье будут проблемы. Возможно, вы обретете сексуальный опыт какой-то другой. Вы нового ничего не откроете. Но вы все разрушите, все ваше построение жизни, оно в угрозе будет. Страшно. Кто будет отвечать? Что обидно, не только вы. Вся ваша семья. Будем бдительны. Не ругаемся на судьбу, принимаем, двигаемся интуитивно. Все, кто в группе, они уже пробужденные. Это я очень рад. Это такие хорошие люди. Потенциал огромен. Двигаемся. Давайте поговорим о детишках, когда в семьях рождаются необычные дети с недугом ДЦП, синдромом Дауна. У нас у всех есть вопросы, почему в этой семье вот такое отягощение, почему ребенок, почему у них. Они сами задают вопрос, каждый в голове бывает такое, почему мы, наверное, грешили в той жизни. Грешили все. Я через гипноз имею информацию, что в нашем обществе очень много людей воплощается, наших близких, родных, знакомых, кто в прошлой жизни по пояс в крови был. Он столько убил себе подобных, и сейчас он отрабатывает. У него тяжелая жизнь. Я мужчинам скажу, девочки, не слушайте. Каждый мужчина по колено в крови. Каждый. Обоснование обосную в минуту. Если мы воплощались на Земле, посмотрите на историю. Сейчас относительное затишье по пролитию крови. Вся история Земли – войны. Средняя продолжительность 25 лет была, очень много сотен лет. 25 лет у мужчин. Гибли все. Они не просто гибли, они убивали друг друга. Убивали, снова воплощались, приходили, становились воинами, опять рубили друг друга, били. Я вам еще скажу тайну. Если даже защищать свой дом и убить 20 человек, за это придется отвечать. Почему? Отвечать понижается уровень. Потому что, если грамотно, можно было бы защитить дом, убив 2 человек, а не 20. Это так бы можно было сделать. То есть защита была бы. Но жизненные обстоятельства, и только дай повод, человек убьет неприятеля. Давайте вернемся по деткам. Это духи воплощаются здесь, в тела людские, человеческие, которые первый раз воплотились в плотных мирах, в плотном мире, и первый раз в плотном теле. Это молодые души. В плане плотных миров, вот нас можно потрогать. Даже большая часть миров бестелесных
разуплотненных, плотность меньше. То есть в форме энергии шары такие, это целая цивилизация, они живут, у них свое общество. Нам это дико, нам сложно представить, как они живут. Они живут, и мы, я открою снова вам тайну, мы воплощались много десятков раз в этих мирах, каждый из вас. Я вас уверяю, мы крайне редко воплощаемся в плотных мирах. Вы на Земле воплощались очень мало. Основную массу в других мирах, их более 700. Так вот эти детки ограниченные, это первое воплощение плазмоидных миров. Мы все духи, все братья, сестры, но мы однополые. И оттуда наши братья, сестры, они принимают решения в духовном мире. Хочу, ну ладно, придется в плотно-материальных мирах воплотиться, чтобы иметь тело плотное. И этим телом воздействовать на среду. Лопатой копать, машину управлять рулем. У них не было этого опыта вообще. Они мысленно перемещаются. Все другое. Законы физики абсолютно другие в тех мирах. Сильно другое все. Им настолько это привычно, и нам это было тоже привычно. Я вас уверяю, Витя Цой, к примеру, после развоплощения он отдохнул в духовном мире и с ангелами-консультантами выбрал. Было предложено, ну что, Витя, дорогой ты наш брат в Боге, куда ты пойдешь дальше? Это как квест. Где ты хочешь воплощаться и проходить новый опыт? Он выбрал в плазмоидных мирах. Есть там тоже по уровням разбито. У нас в эзотерике это тоже градация есть по циферкам. И вот, например, домовые или духи природы – это 4 уровень плотности. 4. Мы плотные. 3 у нас уровень, люди. 3. Домовые, духи природы, духи стихий – это 4 уровень. Мы их уже не видим. Они разуплотнены. Форма, понимаете, это как газ, только еще разуплотненней. Газа даже. Мы просто их не видим. У них нет тела. Это энергетические формирования, имеющие и внутри также душа, как у нас. Точно так же. Вам сегодня что-то я столько тайн открываю. Я сам себе дал задачу беречь вас. Ну, ладно. Вы все равно что-то развиваетесь уже полгода, оказывается. Мы с вами плотный мир. 3 плотность, уровень плотности. 4 это вот самые близкие к нам. Чувствительные люди могут их чувствовать. У них 4 и пошло 5, 6, 7 на возрастание. Вы представляете, что плазмоидные миры, плазмоиды, они делятся по этой градации по плотности, уровень плотности. До 56 это точно. Чем выше, тем они друг друга не видят даже. Так же, как мы не видим домовых, они друг друга там не видят. Если разрыв на 3 порядка, и Витя Цой на высокие уровни плотности, в те плазмоидные миры, которые создают планеты, которые следят за порядком в Солнечной системе, к примеру. Это настолько круто, это просто. Он был готов к этому, он ушел на 15 уровень духовного развития. И он сейчас занимается в плазмоидных мирах, наводит порядок, создают новые звезды. Мы все были плазмоидами. Много-много раз. Много. И вот эти детки, они приходят первый раз в плотный мир. Они не могут. В первый раз у них тренировочный. Ихняя задача на все воплощение освоить физическое тело, управление телом, освоить психику, как работать с ментальным телом. Опыта этого у них не было. И вот первый раз. И им очень трудно, очень. И вот они попадают в тело, тело создается, они участие принимают в утробе мамы. Строится, рождаются сюда. У них подольше память сохраняется, ну, назовем, наверное, ну, может, до 2,5, до 3 лет. Потом блокируется, также блокируется все. И ребенок вот с таким отягощением он живет. Его задача просто научиться управлять телом, научиться принять, изучить психику, ментальное тело и как в плотных мирах сотрудничать, как жить. Это даже им очень трудно. Вот. У вас возник вопрос, как выбираются родители
таких детей новеньких, которым надо такой путь проходить. Также в духовном мире, в планировании, в отделе планирования с ангелами консультантами пара, которая спланировала воплотиться вместе в локации в разной на Земле, вырасти, потом встретиться и создать семью, им обоим нужно пройти урок, прямо погрузиться, отдать много энергии детям и воспитать в себе такую любовь, которую не выковырчивать бытийными трудностями. Это те пары, которые в прошлой жизни накосячили в плане любви, накосячили в плане как родители со своими детьми. У них есть такие недоработки, и они сами хотят за одну жизнь отработать карму. Они сами выпрашивают дикую сложность в родительстве. Вот они выпросили там. И тогда посмотрели так: ага, Петрович, где у нас молодые духи с плазмоидных миров на воплощение идут? Давай сюда мониторим, какие подойдут вот в эту семью будущую. И вот так планирование. И они подбирают духа, который воплотится у них ребенком. Все, они общаются уже, допустим, втроем. Кто что обретает. Он помогает им закрыть тему родительства, положить жизнь на такое трудное отцовство и материнство. Но при этом любовь будет настолько крепкая, яркая, а ребенок будет восхищен своими родителями, и он будет сердцем понимать, кроме них никто не справился бы. Его бы отдали в детдом, в какое-то спецучреждение. А эти родители, мы видим, мы принимаем их как герои, примеряем на себя, это просто, эта жизнь очень трудная. Но теперь мы знаем, что это судьба. Они сами выбрали, им надо пройти вот такой путь и помочь этому ребенку стать человеком, но ограниченным. Я вот думаю, что если такие родители развиваются духовно, им обязательно нужна эта информация. Понимать, почему. Многие проживают жизнь в таких трудах родительских и уходят, не зная. Ну, там снова все вспоминают и радуются, потому что принята жизнь как опыт великий. И этот дух этого ребенка, он очень благодарен, он им несколько воплощений будет благодарность давать в разной форме. Это подвиг. Это родительский подвиг, умноженный многократно. Понимаете? Вот эти детки приходят, и они выбирают договариваться с родителями там, и потом здесь уже все формируется, а нам кажется это случайно. Они помогают ребенку. Ребенок вырастет, уйдет из жизни, потом будет воплощаться, если в плотных мирах опять, все, он будет уже готов в теле быть более мобильным. Знаете, что потом происходит в следующей жизни у бывших плазмоидов? Видели людей, которые пьют алкоголь и совокупляются как не в себя, не работают. Они в школе не учатся толком, они не работают. Яркие такие маргиналы, да? И мы говорим, как так? Как так они не понимают, что можно быть счастливым и обеспеченным относительно? Просто взяться за голову и двигаться вот так. А те, кто бухают и ведут такой образ жизни, они говорят, нам кайфово, мы кайфуем, вообще к нам не лезьте. Тайну открываю. Это в прошлой жизни детки, аутисты и ДЦПшники. Они немножко освоили тело, психику, ментальное тело. Как с этим работать, очень сложно. Опыт этот унесли с собой. В следующее воплощение приходят и закрепляют опыт, и потом идут дальше. Познают близость. Они познают, что такое секс. Они познают, что такое измененные состояния разные психики. И они угорают тут, они живут всю жизнь. Это их несчастье. Понимаете? Они тут проживают вот эту собачью радостную жизнь.
потом уходят, и только потом, воплощаясь, ну, если плотный мир снова выбирают, они уже будут похожи на нас. У вас возникает вопрос. Я отвечаю вам. Мы проходили такой же путь. Мы были такими же детьми, очень многие. И мы были алкоголиками, счастливыми, поющими, орущими песни на помойках. Мы были почти все. Вот такая правда жизни. Это устройство мироздания. Так устроен мир. Сильно не ругайте алкоголиков, которые как сумасшедшие. Они улыбаются, поют песни, у них сухой хлеб дома и вода. И им фиолетово, им нужна еще, чтобы была водочка и все. Это вчерашние ДЦПшники, аутисты и ну, все вот такие с отягощением люди, которые приходят сюда, детки. У нас есть повод не злиться на уважать родителей, почитать, которые путь проходят такой трудный, у которых детки с ограничениями. Но давайте по-другому взглянем на алкоголиков, тунеядцев, на сумасшедших, на таких. Они закрепляют опыт, они кайфуют от тела, от близости, от перемещения и от изменений разных. Они пробуют все. Разные наркотики. Но как бы самое доступное, они на нем сидят, на водочке. Чувствуете? И у вас видение расширяется, и вы понимаете больше, как устроен мир, почему мы все такие разные. Если вы видите, другой момент очень важный скажу. Если вы видите богатых людей, у кого есть предприятие, ими созданное, не ругайте их. Если, допустим, им отец передал, или они сами создали предприятие, не ругайте их, не завидуйте им. Будьте мудрыми. Они из жизни в жизнь идут, развиваются, и через это кто-то из нас уже проходил. Малое количество. Нам, многим, придется быть в ихней шкуре. Это развитие. Это трудно. Сотрудничать с финансовым эгрегором выше среднего уровня. Это создавать предприятия, организовывать, создавать, давать рабочие места, удержать это в непростые ситуации, непростые времена. Удержать. Умудриться вырастить детей таких, чтобы можно было передать семейный бизнес. Я вас уверяю, они этим живут 24/7. Не желайте прямо в этой жизни обрести подобное. Вы не вывезете. Вы не знаете сути, не знаете самого механизма, самого устройства. Это труд 24/7 всю жизнь. Да, у них, да, другая жизнь, согласен. У них внедорожники, у них они могут план построить, и они могут себе купить вертолет. Они могут купить яхту постепенно, не сразу. Это труд, великий труд. Но поверьте, у них свое кино. Они яхту не будут брать, они будут расширять бизнес. Расширяться, открывать новый цех, открывать сотрудничество с другими городами, а дальше с другими странами, за рубежом работать. Это не халява. Они на вас смотрят, вы завидуете, они на вас смотрят и знают, какие вы свободные. У вас время есть, у вас зарплата маленькая, но ведь у вас на все хватает. У вас одеты дети, сытые, обутые. Вы можете раз в 5 лет, кто-то и больше, съездить на моря, океаны летом. И вы, часть из таких людей ноют, говорят, что за жизнь. Я не хочу ездить вот так, я хочу там жить. Придет воплощение, будет очередное воплощение у вас, и вы будете грамотно, научитесь и грамотно распоряжаться миллиардами. Я вас уверяю, очень многие, миллиардами. Будете строить предприятия, будете давать рабочие места сотням людей. Великий труд. Надо восхищаться такими людьми. Это индивидуально. Это не берется то, что отнято силовым путем предприятие, да, и вот директор сейчас есть.
Нет, это жулик, это бандит. Я говорю о действительно предпринимателях с большой буквы, которые трудяги. Они принимают судьбу, вы принимаете судьбу. Вы все успеете, вы все успеете. Вы умеете жить в плотном теле, вы уже не отягощены ни ДЦП, ни синдромом Дауна. И многие, я в этой теме тоже хочу разобраться, углубиться в эту тему. Вы уже прошли, вы в этой жизни время и желание тратите на развитие в своей профессии, одновременно в семье, как отец. Вы начинали, делали себя как сын или дочь, потом муж или жена, потом родитель. Если вы не корячитесь, не ругаете судьбу, принимаете с благодарностью, хо-хо, следующее воплощение будет выше, выше, и ответственности больше, 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 больше. Я вас уверяю, директора больших крупных предприятий – это не случайности. Они сидят 90% на своем месте. Министры в правительстве, основная масса, они сидят заслуженно на своем месте. Все президенты мира, они все на своих местах. Все так устроено, и чем выше, тем серьезней, и ошибок там быть не может. Каждый занимает свою должность в иерархии до самого верха. Слышали, мудрецы говорят, как внизу, так и вверху. Вы думаете, в духовном мире все по-другому? Нет, точно так же. Я интересовался, изучал путь архангела Михаила, его воплощение, и как он стал таким великим. Он министр в канцелярии божественной. Министр, он куратор земли, он куратор христианского эгрегора. Это такой дух, наш старший брат, это просто, это так близко к Христу, очень близко. Иисус, он первенец, он старший брат, но они так безумно друг друга любят. Там вообще такая любовь. Вот сегодня мы поговорили о судьбе, о предназначении. У нас нет в открытом доступе задач, чем мы сюда пришли, но интуитивно мы выбираем, и каждый находится в той точке, которую он заказывал. Может быть, немножко слева, немножко справа, но вектор вот такой. И я повторюсь, на фоне нравится, не нравится, мы двигаемся, и как будто случайности не бывает. Вы же приняли уже это. Случаются события, люди, и вы двигаетесь, и вот вы сегодня, вот, считаю, важная тема, посмотрите немного в другом углу на себя, на своих близких, посмотрите на своих детей. Ой. Кто из вас будет баловаться и будет плохими родителями, вы сами будете потом просить в следующем воплощении, чтобы вам дали детей как можно с тяжелыми недугами. И будете с ними всю жизнь положите на них, чтобы исправить, жопку помыть. Так вот. Видите, сколько информации. Че косячить, зачем, чтобы потом отдуваться? Давайте жить интуитивно. Любовь, она горит, это большой фонарь впереди. Сохраняйте семью, продолжайте любить детей. Вы крутые такие, вы такие вообще молодцы, я кайфую от вас. Все разные. И идите, этот фонарь, он освещает, он и греет. Название любовь. И вот такое пятно света. И, ну, кто у вас лидер? Если мужчина, ну, муж, царь, он держит его. Если вместе примерно царь-царица, вдвоем держите. Если мужчина хороший, но женщина царица, она сильнее, и она, ну, более у нее протекторы, посильнее ехать. Она пусть фонарь держит на полшага впереди. Важен результат. И двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Понимаете, четко осознавайте, какие ценности у вас. Зачем спорить и ругаться, и оскорблять друг друга в браке. Это пусть сзади остается. Сейчас мы взрослеем, мудреем. Безмерно всех люблю. Также был рад, как и всегда, нашим шептаниям ночным. Пока-пока.